Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Ну как же им хорошо вместе. Девятое место. Проверка пресса прошла успешно. Чангук оценил и похвалил. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Тэхён и семья Чангука. Что скрывают новые кадры с концерта Джина». Анализ взаимодействия Тэхёна с родителями Чангука. От жеста одобрения до уважения к матери. Подтверждение любви Вигу. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Это было так очевидно, что я могу лишь хихикать. Чангуку пришлось себя сознательно остановить, чтобы не прикасаться к Тэхёну каждую секунду этого эфира. Седьмое место. Нельзя просто так взять и не потрогать. Шестое место. Поведение пары. В мире столько рук, но я хочу, чтобы меня обнимали только твои. Когда хочется быть рядом. Пятое место. Хочется напомнить, как ведут себя Тэйкук на концерте, когда они вместе. Четвертое место. Забота. Мой любимый момент заботы.
Третье место. Новости. Новое тату Чангука. Это новое тату на другой руке или рукав кофты? Они такие милые. Пишут, что на видео момент, как Тэхён уже вернулся в Корею. Тэхён и его милые брелочки. Тэхён сегодня появился в аэропорте с сумкой и брелочком от Celine, который стоит $790. Наш Celine Boy V действительно вернулся. Какие большие и красивые глазки улыбаются. Суета в Твиттере, когда сначала выводили теги безопасного полета, а когда выяснилось, что Тэхён вернулся, а не улетел, добро пожаловать домой. Еще немного тейков с концерта. Момент, как Тэхён здоровается с родителями участников, а Чангук озабочен проблемой невместительности сумочки. Рен, японский певец и автор песен о Чангуке в недавнем интервью. Вопрос. Я видел интервью, в котором говорилось, что вам нравится Чангук. В чем причина? Ответ. Во-первых, Чангук такой классный, у него хорошие песни и голос такой приятный. У него также есть скромная сторона, поэтому он мне нравится как человек. Чангук притягивает своей добротой и талантом. Глазки вселенные. По данным корейских СМИ, компания Compose Coffee открывает для себя возможность выхода на глобальный рынок после ее продажи Jollibee Foods за 470 миллиардов вон. Compose Coffee ожидает, что сотрудничество с Тэхёном перерастет из разовой рекламной кампании в долгосрочный пример синергии. По данным самой Compose Coffee, число новых пользователей приложения
увеличилась более чем на 400 тысяч всего за месяц после начала рекламной кампании с Тэхёном в декабре 2024 года. Также количество подписчиков на официальных страницах бренда в соцсетях выросло примерно на 180%. Рекламный ролик на крупных платформах, включая YouTube, собрал свыше 70 миллионов просмотров, а реакция потребителей была горячей. Связанный с Тэхёном мерч был распродан. Особенно заметно вырос объем поисковых запросов по ключевым словам вроде «Ви-кофе» и «Ви-гудс», что повысило узнаваемость бренда и привлекло новых клиентов. Фактически, в Compose Coffee сообщили, что после кампании с Тэхёном значительно увеличился приток клиенток из поколения Z, а также вырос показатель повторных визитов, что привело к росту продаж и лояльности. Счастье – это не пункт назначения, а способ путешествия. Участники корейской группы New Beat исполнили танцевальный кавер на Standing Next to You в рамках кампании по сбору крови для Корейского Красного Креста. Группа уже много раз исполняла Standing Next to You ранее, даже в США. Приятно, что даже при множестве новых релизов айдолы по-прежнему выбирают песни Чангука. Муж этой девушки в дождливый день искал для нее Compose Coffee на Чеджу, а потом понял, что они делают это из-за мерча с Тэхёном. Это так мило. Тавайрат Мания – новая экономическая медиа под руководством Тавайрат, одной из старейших газет в Таиланде, опубликовали статью об инвестиционной тенденции поколения Z, в которой рассматривается случай коллекционной карты Чангука как новой формы инвестиций. Коллекционные фотокарточки артиста считаются одним из популярных видов инвестиций среди нового поколения. Это идеальное сочетание любви и инвестиций. Например, фотокарточка Чангука из Battlefield Fan Event Lucky Draw является самой дорогой карточкой исполнителя K-pop из-за ее очень ограниченной доступности – всего 60 карточек по всему миру. Карточка была продана на аукционе eBay за $3213 США или около 100 тысяч бат. Поскольку многие карты были проданы любителями K-pop, она становится новой формой инвестиций поколения Z, устанавливающий свой основной доход от их собственной страстной любви. Все мы коллекционеры и инвесторы, и не только карточек. Самое бесценное, что мы получаем, это эмоции. Намджун дерется с жуком, а Тэхён ржет. Все, как в старые добрые. Чангук 11 лет назад в Твиттере. Я снова приехал в США спустя долгое время. Чувства отличаются от тех, что были, когда я приезжал сюда как трейни, но все равно приятно. Недавно поел, и как всегда, лучшая еда – это корейская кухня. Вчера ел бургер из In-N-Out. Он тоже был вкусным, но все же корейская еда нравится больше. С юных лет, с любовью к Корее. Маленький патриот с большим сердцем. На него можно смотреть бесконечно.
GQ Indio выбрал Тэхёна для обложки своего поста в Instagram о том, что ювелирные изделия – это настоящий ключ к переменам для любого стильного джентльмена. От изящных колец до многослойных цепей – все дело в тех завершающих штрихах, которые придают образу завершенность. Тэхёну невероятно идут украшения. Почему у него такой взгляд, будто он сканирует толпу? И эти плечи. Чангук и его кьюти-кроссы. Да уж, часть 3 – просто огнище. Журнал Noblesse разместил пост в Instagram «Тэхён также хорош в коллекционировании», используя при этом песню Тэхён и Yumi Wherever You Are. Тэхён продемонстрировал свои познания в искусстве, показав свою коллекцию произведений искусства и видео, где он нарисован. Каким художникам он проявил симпатию? Андрес Валенсия, Андре Вундеркинд, удививший мир искусства своим кубистским стилем живописи. Кук Вон, художник, который возглавил повальное увлечение фигуративной живописью со стилем, напоминающим взрослые сказки, смешанным с импровизационными и интенсивными цветами, и возглавил инвестиционное помешательство на рынке искусства. Его работа в коллекции V Lunatic Beauty 2022, изображающая человека, который сталкивается с жизнью, чтобы вырваться из невинности, построить свой собственный мир и расти. Кос, глобальный поп-артист, хорошо известен публике по различным коллаборациям, включая паблик-арт, художественные игрушки и модные бренды с его фирменным персонажем Companion. Среди них работа, принадлежащая Ви, это коллекция плюшевых кукол Sesame Street, совместно произведенная Кос и Uniqlo, в которой представлены персонажи Sesame Street с культовыми глазами Companion XX. В настоящее время они продаются по $1295 или около 1,8 миллиона вон. Тэхён удивительно чувствует прекрасное, окружает себя им и сам создает шедевры. Повышаем градус. Тэхён сияет мировой популярностью, став самой популярной звездой K-pop в Google в первой половине 2025 года. По данным Google Trends, с января по июнь 2025 года имя Тэхёна было найдено в поисковых запросах среди исполнителей K-pop. Google Trends – это объективный индикатор популярности. Тэхён занимает первое место по количеству поисковых запросов в 75 странах, включая Корею, США, Великобританию, Японию, Австралию и Индию, за исключением 6 из 81 страны, где собираются данные Google Trends. Тэхён доказал свое присутствие в качестве представительной звезды K-pop, зафиксировав наибольшее количество поисковых запросов в Google.
Он зафиксировал самую искомую звезду во всей Азии, а не только среди звезд кей-поп. В настоящее время Ви является самой высокорейтинговой азиатской звездой в Google, Википедия и Instagram, которые входят в топ-5 рейтингов веб-сайтов по всему миру, все отрасли. Тэхён всегда горячая новость. Все его жесты и манеры такие изящные. Самый настоящий принц. Компания Big Hit, представляющая BTS, требует уголовного наказания для иностранки, которая незаконно проникла в дом Чангука. В заявлении от 30 июня на платформе Weverse агентство сообщило, что активно сотрудничает с полицией, предоставляя доказательства для привлечения виновной к ответственности. Женщина, 30-летняя китаянка, была задержана после нескольких попыток войти в дом Чангука в районе Инсан. Кроме того, Big Hit продолжает борьбу с кибербуллингом и подают иски против злонамеренных комментариев в адрес группы. Они призывают фанатов сообщать о нарушениях через официальный сайт Hype, предоставляя полные скриншоты с необходимой информацией для судебных разбирательств. Агентство заявило, что будет жестко реагировать на любые угрозы безопасности участников BTS и благодарит фанатов за поддержку в защите артистов. И кто тут самый сладкий? Спрятал шею, а мог бы и подразнить нас своим тату. BTS выпустит свой первый живой альбом Permission to Dance on Stage. Всемирно известная группа BTS готовится к выпуску своего первого концертного альбома под названием Permission to Dance on Stage Live. Вместе с ним выйдет и цифровое дополнение BTS Permission to Dance on Stage Seoul. Альбом передает атмосферу масштабного тура BT, равной с Permission to Dance on Stage, который начался как онлайн-концерт в октябре 2021 года и со временем вырос в грандиозное мировое шоу. За 12 концертов в Сеуле, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе выступления группы посмотрели более 4 миллионов человек, как вживую, так и через онлайн-трансляции. В альбом вошли 22 трека, исполненных на концертах тура, включая такие хиты, как Dynamite, Butter, Life Goes On, Boy With Love и On. Это первый официальный релиз этих песен в живом исполнении. Организаторы обещают, что запись передаст ту невероятную энергетику и звук, которые чувствовались на стадионах по всему миру. Цифровое издание из Сеула позволит поклонникам увидеть финальный этап тура. В него вошла 141-минутная видеоподборка с заключительного концерта на Олимпийском стадионе Сеула в марте 2022 года. Также в комплект входит 92-страничный фотобук с интервью и закулисными кадрами, который можно будет посмотреть в цифровом формате через специальную карту доступа к HD-контенту на платформе Weverse. BTS были номинированы на премию Грэмми 5 раз, а также получили награды Billboard Music Awards, American Music Awards, Артист года 2021 и MTV Video Music Awards. Недавно все 7 участников завершили обязательную военную службу и вновь собрались вместе в июне. Альбом Permission to Dance on Stage Live появится на стриминговых платформах по всему миру 18 июля, а оформить предзаказ можно будет уже с 1 июля как онлайн, так и в обычных магазинах.
команда живчиков и команда спокойных. Ежедневные просмотры Чангука на YouTube снова превышают 3 миллиона, превзойдя показатели многих групп, несмотря на то, что он не выпускал никакого нового контента. Как же Тэхёну идет гольф и вайб. Самая любимая часть в Let Jazz DV – это импровизация Тэхёна. Клипу, кстати, сегодня исполнилось целых 2 года, а фанаты до сих пор посещают тот самый джаз-бар и вспоминают живое исполнение Тэхёна. Его любовь. Красота, где сосуществуют женственность и мужественность. Один строка вырезана. Лицо Ви – это совершенный божественный дизайн. Эпитет «красивый коллекционер титулов» был дан по причине того, что Ви занимал первое место в списках красавцев по всему миру бесчисленное количество раз. Тэхён с красным оттенком волос. Чангук – первый сольный К-поп-исполнитель, преодолевший отметку в 9 миллиардов прослушиваний на своем профиле Spotify. Он также самый быстрый азиатский исполнитель, достигший этого рубежа. Белт для одной определенной вейст. Так хорошо про Тэхёна пишут в сети. Это изменение произошло не за одну ночь. Это была не просто стрижка, форма или прозвище. Это был выбор, каждый божий день, проявлять себя в полной мере. Руководить, обучать, оставаться стойким в одном из самых напряженных подразделений вооруженных сил. Вы заслуживаете этого благодаря выдержке, спокойной сосредоточенности и непоколебимому мышлению. Я надеюсь, все узнают человека, которым он стал, сильнее, увереннее и по-прежнему прекрасен собой. Второе место. Это так интимно. Взгляд – это мощное оружие, способное творить чудеса. Он может передать настроение, эмоции и даже тайные мысли.
когда твой парень – это твоя муза. Первое место. Вроде такие незначительные и мини-действия по отношению друг к другу, но в то же время такие личные и интимные, в совокупности громко кричащие. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.